Что делать с гематомой на пальце? Привет, друзья! Вряд ли есть в мире человек, у которого никогда в жизни не было синяков. Как правило, они проходят самостоятельно и не требуют какого-либо лечения. Но синяки, или по-научному говоря, гематомы на пальцах ног, не тот случай. Ведь сгустки крови, скапливающиеся под ногтем, могут доставить множество проблем. Меня зовут Алиса Трошкова, я руководитель сети студии подологии Медпед в Москве. В этом видео вы узнаете о том, какие осложнения может иметь обычный синяк и какие способы лечения подногтевых гематом существуют. Ставьте лайк, и мы начинаем. Первое. Что такое гематома? Гематома, простыми словами, это синяк и появляется от сильного или постоянного внешнего давления, либо от травмы. Наверняка у каждого была ситуация, когда вы ударялись мизинцем о край тумбочки или дивана, или неудачно пнули твердый предмет, или же просто сильно споткнулись. Именно они могут стать причиной появления подногтевой гематомы. Второе. Какие осложнения могут возникнуть при гематоме? Не лечить гематому нельзя. Ногтевая пластина, под которой образовалась гематома, приподнимается сгустком скопившейся крови и блокирует дальнейший рост ногтю. Как следствие, у обычного на первый взгляд синяка могут возникнуть осложнения, а именно анихомикоз – это грибок ногтей, анихолизис – образование пустоты между ногтем и ложем, полная потеря ногтя, или анихокриптоз – это врастание ногтя, деформация ногтевой пластины или даже разрыв подлежащих мягких тканей из-за избыточного объема крови, дистрофия ногтей или присоединение бактериальной инфекции, например, синегнойной палочки. Если вы хотя бы раз встречались с этим недугом, то наверняка знаете, что гематома доставляет не только эстетический дискомфорт, но и массу болевых ощущений. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно снять давящую и пульсирующую боль в домашних условиях. Попытки решить проблему подручными средствами могут привести к инфицированию раны. Напишите в комментариях, была ли у вас подногтевая гематома и как вы решали данную проблему. Третье. Какие методы лечения гематомы существуют? Есть несколько методов решения проблемы, от консервативных до радикальных. Первый – это перфорация. Эту процедуру проводит врач-хирург либо подолог у себя в кабинете путем создания небольшого отверстия в ногтевой пластине, чтобы удалить жидкость и снять болевые ощущения. Этот способ, скорее всего, подарит вам временное облегчение, но вряд ли решит проблему полностью. Связано это с тем, что после перфорации извлекается жидкость под ногтем, а освободившаяся полость остается открытой и доступной для роста бактериальной инфекции. Второй, радикальный метод – это удаление ногтевой пластины. Конечно, я не советую прибегать к данному методу, так как существуют более консервативные способы лечения с сохранением корня ногтевой пластины. Но на данный момент такой метод существует, поэтому имеет право присутствовать в этом видео. Тут все просто. Врач-хирург полностью удаляет ногтевую пластину под местной анестезией и отправляет вас в долгий путь восстановления. Шанс, что после полного удаления ноготь отрастет прежним, минимальный. Третий – это обработка у подолога. Тот самый консервативный метод, который сохранит основу ногтевой пластины и даст все шансы на ее полное восстановление. Обработка, а по-другому зачистка, происходит без обезболивания и жгутов. Специалист-подолог в своей работе использует стерильный инструмент. Это могут быть щипцы или аппарат, с помощью которого он набирает только нестабильные участки ногтевой пластины. После обработки пораженная полость санируется и накладывается стерильная повязка. Исключение – зачистка гематомы не проводится, если она образовалась под ногтевым ложем. В таком случае клиенту рекомендуется посещать кабинет подолога для контроля роста и использовать прописанные средства по уходу за травмированным пальцем. Преимущества метода. Важные участки ногтя, а именно матрикс, ложе и сам корень, не затрагиваются. Соответственно, сохраняются все условия для роста здоровой ногтевой пластины. Без исключения всем даются рекомендации по смене обуви на более свободную и дышащую. В период восстановления важно не спровоцировать повторную травматизацию и развитие бактериальной инфекции. При подногтевой гематоме, а также других проблемах ног
очень важно вовремя обратиться к опытному специалисту-подологу, который решит эту проблему проверенным и безопасным способом. Если вы хотите избавиться от гематомы, но не хотите рисковать своим здоровьем и усугубить проблему, либо не желаете тратить время и деньги на лечение впустую, обращайтесь в центре Медпед в Москве. Специалисты нашей студии всегда готовы оказать вам помощь и найти решение вашей любой, даже самой непростой ситуации. Мы специализируемся на лечении грибка ногтя, мозолей, натоптышей, вросших ногтей, подологическом педикюре и многом другом. Каждый наш сотрудник – это опытный специалист, который профессионально и максимально точно определит причину появления вашей проблемы и предложит быстрое и безопасное решение для ее устранения. Проходите по ссылке в описании видео, чтобы задать вопросы, получить консультацию и записаться на прием к нашему специалисту-подологу. Четвертое. Что еще важно знать о лечении гематомы? Мази и компрессы не помогут. Ногтевая пластина – это не живая ткань, которая не впитывает и не пропускает через себя мази от ушибов. Тем более сама гематома образовывается из живой ткани, которая находится под щитом в виде ногтя. Само отрастет. Не будем отрицать того, что бывают случаи, когда гематома отрастает сама вместе с ногтем. Но эти случаи единичные и распространяются на легкие, еле заметные гематомы. В таком случае вам даже специалист-подолог скажет, что лучше дождаться обновления ногтевой пластины и не проводить никаких манипуляций. При серьезных травмах дожидаться обновления ногтя – это значит подвергать себя риску возможных осложнений. А гематома ли это? Гематома, она же синяк, не всегда выдает себя характерной синевой. Для подногтевой гематомы характерны такие цвета, как красный, черный, бордовый и фиолетовый. Поставьте лайк этому видео, ведь теперь вы знаете, что такое подногтевая гематома, чем она опасна и какой есть самый щадящий способ избавления от нее. И помните, что специалисты нашей студии всегда готовы оказать вам помощь и найти решение вашей любой, даже самой непростой ситуации. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе всех наших новостей, не забывайте правильно ухаживать за своими ножками, а мы вам в этом поможем. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Жмите на одно из видео, которые вы видите сейчас на экране. А с вами была Алиса Трошкова, ваш личный эксперт по здоровью ног. До новых встреч в следующих выпусках.